Всем привет! Сегодня приготовим рульку самым необычным способом, а в итоге получится самая вкусная и красивая закуска на Рождество. Ну и для начала берем одну рульку, ее нужно будет хорошо вымыть и просушить бумажным полотенцем. Затем берем нож и стараемся из рульки аккуратно достать кость. Смотрите, в этом деле спешить не нужно. Нужно разрезать все аккуратно, не спеша, таким образом, чтобы не повредить шкуру из рульки. И так, чтобы на самой кости осталось как можно меньше мяса. После того, как вы достанете кость, ее выбрасывать не нужно. Из нее можно будет еще сварить хороший холодец. Далее берем нож и стараемся вот таким вот движением аккуратно мясо еще немножко поразрезать. Так сказать, его нужно будет выровнять полностью по всей площади шкуры. Делайте все аккуратно, так, чтобы вы не повредили саму шкуру, чтобы она осталась цельная. И после того, как у вас получился более-менее равномерный слой из мяса, все мясо по верхушке нужно немножко посолить. Затем мы берем молоток, которым вы делаете отбивные, и очень хорошо полностью всю поверхность там, где мясо, отбиваем. Отбивайте хорошо, но не спеша, так, чтобы не повредить шкуру. Ну и после того, как отбили, добавляем еще на верхушку мяса немного черного молотого перца. Вот так вот аккуратно руками, как будто бы втираем перец в мясо и складываем вот это все пополам. Отставляем на немножко в сторонку, пускай дождется своего времени. Ну а дальше нам понадобится одно куриное филе и одна небольшая морковка. Ну и морковку нужно будет постараться нарезать на полоски примерной толщиной, чтобы они были сантиметр на сантиметр, можно чуть-чуть меньше. Ну и само куриное филе тоже нужно нарезать будет на такие вот небольшие полоски. Размер полосок, какое вы нарежете куриное филе, зависит от вашего желания. Само куриное мясо нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. Немножко вот так вот перемешиваем, чтобы соль и перец распределились равномерно по всему мясу. Итак, берем вот то мясо, которое мы обрезали с рульки. И наверх на мясо добавляем горчицу зерна. Смотрите, если у вас есть сухая горчица, можно использовать ее. Но я сегодня использую вот такую вот французскую горчицу. Стараемся ее равномерно распределить полностью по всей поверхности мяса. Наверх на мясо распределяем полоски из морковки. Поскольку рулька у меня сегодня небольшая, у меня пойдет всего 3 небольшие полоски. Затем равномерно нужно разложить куриное мясо так, чтобы получился более-менее ровный слой. Ну а затем стараемся все свернуть как можно плотнее, равномерный, небольшой вот такой вот рулет. Этот рулет, что у нас получился, перекладываем на разрезанный рукав для выпечки. У вас должен получиться большой такой пласт из рукава. И стараемся вот это все завернуть в рукав для выпечки тоже очень плотно, так, чтобы у вас сохранилась форма рулета. И постарайтесь сделать так, чтобы она у вас не раскрылась. Далее берем за два края рулета и вот такими вот движениями еще раз очень хорошо все уплотняем. Делаем, так сказать, большую мясную конфету. Затем вам нужен будет помощник для того, чтобы хорошо связать вот эти края конфеты. После того, как вы сделали вот такую вот большую конфетку, этот сверток нужно еще обернуть в фольгу примерно в 2-3 слоя. Кто-то скажет, что это будет лишним, я же вам скажу, что таким образом оно очень хорошо пропечется и как можно больше сохранит в себе сока. По итогу у меня получился вот такой вот небольшой красивый сверток. Его нужно оставить примерно на 2 часа в таком положении, чтобы все внутри хорошо промариновалось специями. Примерно через 2 часа этот сверток мы отправляем в разогретую до 190 градусов духовку ровно на 2 часа. Через 2 часа достаем противень из духовки и видим, что как мы не сворачивали, все равно наше изделие пустило сок. Ничего страшного. Дальше наш будущий рулет из рульки нужно будет охладить. Оно у меня будет остывать целую ночь, но не просто так. На это все нужно будет установить вот таким вот образом пресс. Наверх на рулет укладываем разделочную доску, ну а на доску устанавливаем 1 или 2 трехлитровые банки с закруткой. Конечно же, остывать оно у меня все будет на балконе. Итак, прошла целая ночь. Вот таким вот образом наш сверток стал более плотным, так сказать, похожим на хороший кирпичик. Далее избавляемся от фольги и рукава для выпечки. Ну и, конечно же, смотрим, что получилось в разрезе. Получилось необычно, красиво, но немного не то, что я задумал. Смотрите, узор получается красивый, но само куриное мясо не осталось ровно по центру, как я задумывал. Но, смотрите, рулет нарезается очень хорошо, форму держит отлично. Такую закуску не стыдно будет подать и на праздничный стол. Ну и по вкусу тоже получилось очень шикарно. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями. Также не забудьте посмотреть еще одну очень интересную и вкусную закуску. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, на канале Аппетитная кухня. Всем пока!